В последние 1,5 года определенные публичные спикеры то и дело обращаются к экономической мифологии. То пытаются нас убедить, что захват каких-то шахт на востоке Украины способен окупить войну 21 века, то презрительно отмахиваются от россиян, покинувших страну. Потому что ведь кто уехал? Всякие айтишники да дизайнеры, операторы и копирайтеры, люди со вторичной занятостью. В то время как экономика нуждается в промышленных рабочих, которые никуда не денутся. Это все, конечно, чушь. Поэтому давайте сегодня поговорим об этом, об устройстве индустриальной и постиндустриальной экономики, о роли сферы услуг и промышленности в 2023 году. Прежде чем начнем, напоминаю, я скоро приеду проводить встречи в некоторых городах Европы. Ближайшие будут в Лондоне, Берлине и Праге, потом еще будет Лимассол, Амстердам и еще некоторые города, Вена, Рига. Если вы оттуда, то заходите, пожалуйста, по ссылке в описании, почитайте, что там у нас будет, и покупайте билеты. Давайте начинать. Для начала взглянем на то, чего достигла мировая промышленность. Может, и можно найти хоть что-то хорошее в начале 20-х годов 21 века. Например, за 3 последних года был поставлен целый ряд макроэкономических и социальных экспериментов в масштабах человечества. Причем эксперименты такие никак невозможно смоделировать искусственно. Первый и один из самых ярких случился весной 2020 года. В считанные дни и недели спрос на медицинские маски взлетел в 1000 раз. Всего лишь за 1 март месяц средний житель нашей планеты готов был купить больше масок, чем купил бы за всю жизнь, не случись пандемии. Вмиг были сметены запасы любой продукции, способной поставить хоть какую-то преграду между органами дыхания и опасным внешним миром, будь то строительные респираторы или противогазы. Цены на медицинские маски доходили до 1000 рублей, санитайзеры стоили дороже элитного алкоголя. На пике всеобщей паники кто-то делал сотни процентов прибыли ежедневно на перепродаже всего этого добра. Люди арендовали пассажирские самолеты, чтобы набить их масками из Китая и продать в Москве. Производство средств индивидуальной защиты столкнулось с таким шоком спроса, что повылезали совсем уж экзотические проблемы. Например, в какой-то момент оказалось, что зажимы для носа, вот эти маленькие проволочки для масок, не производит ни одна американская компания. Все эти проволочки завозятся из Китая, а Китаю они и самому сейчас нужны. Но при всей экзотичности эти проблемы естественны. Никакая производственная цепочка не работает с запасом в 1000%. Острейший дефицит средств индивидуальной защиты был неизбежен. Поразительно тут другое. С какой невероятной скоростью производство было наращено, а дефицит ликвидирован. В конце марта, начале апреля весь мир уже окончательно закрылся и ушел на карантин. Именно тогда был пик дефицита. Тогда люди готовы были в соседний город поехать за маской. И уже к концу мая, началу июня проблема просто сошла на нет. Весь мир был завален масками по уши. Да, не за 10 центов, как прежде, а за 50, но маски стали доступны кому угодно и в неограниченных количествах. История с средствами индивидуальной защиты – пример, который никому не нужно пояснять. Все помнят, как было дело. При этом та же пандемия понаделала массу дырок в мировых производственных цепочках. Кто-то может вспомнить дефицит чипов, в какой-то момент остановивших автомобильную промышленность, или большие перебои с морскими контейнерами, основной тарой нынешней глобальной логистики. Однако все эти более или менее масштабные кейсы разрешались схожим образом. Всякий раз оказывалось, что промышленное производство и логистика достигли такой степени эффективности, что способны справляться даже с совершенно невероятными шоками. Причем справляться почти незаметно для конечного потребителя. Худшее, что увидел конечный потребитель спустя год пандемии, ноутбук в магазине стал стоить на 20% дороже. А чтобы забрать в салоне машину с нужными наворотами, приходилось ждать месяц-другой. Если вы не строили центр обработки данных и вам не нужно было 100 тысяч процессоров или столько же видеокарт прямо здесь и сейчас, чтобы майнить криптовалюту, то вы могли и не заметить вообще, что производство микроэлектроники, без которой сегодня и утюг не соберешь, поразил вообще-то глобальный кризис. Современное промышленное производство не просто так столь устойчиво. Все благодаря нескольким его характеристикам, возникшим в последние полвека. Первая характеристика – абсолютная глобальность. Вот простой способ понять, что ваш собеседник ничего не смыслит в современной экономике.
Он использует название страны как прилагательное. Типа американский самолет Boeing, французская машина Renault, японская камера Canon, китайский смартфон Xiaomi. Все это бессмысленные словосочетания, как минимум последние лет 20. Любой современный продукт сложнее лопаты – результат кооперации десятков стран. В середине прошлого века американский автомобиль действительно был американским. Из американской руды плавили американскую сталь, американские инженеры разрабатывали все, от поршневого кольца до набалдашника рычага коробки передач. Готовое изделие собирали американские рабочие. Сейчас любой автомобиль – это шведская разработка с немецким двигателем, японской коробкой, итальянским дизайном, с американской электроникой по британской лицензии, изготовленной на Тайване. Все это добро собирается воедино в Испании, а потом наклеивается фирменный шильдик, и машина уходит на продажу куда-нибудь в Бразилию, а прибыль идет в суверенный фонд Абу-Даби. Хотите поддержать отечественного производителя? Пожалуйста, Lada Largus. Нравится французский стиль? Renault Logan к вашим услугам. Японская надежность? Есть Nissan Eprio. Любой стереотип на ваш вкус, но машина одна и та же. Вторая характеристика современной промышленности – меньшая потребность в рабочих руках. Мы живем в мире, где производится все больше автомобилей, компьютеров, телефонов, самолетов, кроссовок, сумок, джинсов и еды. Больше, чем когда бы то ни было в человеческой истории. Полвека назад даже в самых богатых странах мира телевизор был серьезной покупкой, которую семья планирует очень заранее. И телевизор этот должен был прослужить следующие 15 лет. Сегодня все иначе. Любая технологическая приблуда – расходник. Телевизор, смартфон, камера, компьютер. Люди пользуются ими до тех пор, пока не выйдет что-то поновее и помощнее. Очень сложно было бы человеку из совсем недавнего прошлого продать идею, что он должен зачем-то купить новый домашний телефон взамен прекрасно работающего старого, потому что в новой модели добавили лампочку и поменяли звонок. Сколько наручных часов человек из прошлого века мог сменить за всю жизнь? Можно посчитать по пальцам одной руки. Сейчас же бизнес-модели технологических компаний заточены на то, чтобы вы отправили ваши смарт-часы в переработку спустя максимум года 3 после покупки. Потому что вы хотите новые, больше, круче, с новыми датчиками и вибрацией. Промышленное производство только растет. Человечество с каждым годом выпускает сильно больше товаров, но при этом доля занятых в промышленности падает. Причем падает стремительно. Например, сегодня в промышленности занято только около 15% американцев, что в 2 с лишним раза меньше, чем в середине прошлого века. Сегодня в США в промышленном производстве занято примерно столько же людей, сколько за четверть века до отмены рабства, когда промышленность только-только освоила паровой двигатель. И этот процесс уменьшения числа рабочих происходит по всему миру. График выглядит вполне однозначно. До рубежа средних доходов растут вместе и ВВП на душу населения, и доля занятых в промышленности. Но как только рубеж этот преодолевается, с каждой новой $1000 ВВП доля занятых в промышленности падает. Ведь как только человеческий труд начинает стоить дороже плошки риса, он все менее интересен промышленному производству. Разумнее, там где возможно, поменять человека на робота. Третья характеристика современной промышленности – избыточная мощность и эффективность. В принципе, мир сегодня устроен так. Если что-то в принципе можно изготовить, и вы смогли это продать, то вы сможете наладить производство. Вам не нужно строить свой собственный завод, обучать собственных специалистов, разрабатывать с нуля технологический цикл. Хотите сделать Путинфон? Пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Выстроится очередь производителей, готовых сделать для вас что угодно с любыми характеристиками, доступными на рынке. Вопрос не в том, как производить, вопрос в том, как продавать. Это и есть краткое описание постиндустриального общества. Вопрос производства чего угодно человечество для себя закрыло. Ему все меньше нужны люди, способные вытачивать деталь на станке. Таких людей слишком долго и дорого обучать, а потом придется слишком много им платить. На сверхконкурентном глобальном рынке, где цена оптимизации и эффективности – жизнь предприятия, любой ручной труд всегда проигрывает автоматизированному. Человечеству нужны другие люди. Ему нужны дизайнеры, способные сделать продукт, который захотят получить все. Ему нужны программисты, которые создадут привлекательные сервисы. Ему нужны люди, способные снимать хорошие рекламные ролики, писать увлекательные тексты, превращать обычный кусок алюминия, набитый микросхемами, в мечту, которой хочется обладать. Абсолютно все смартфоны собираются из одних и тех же компонентов, на одних и тех же заводах, по одним и тем же технологическим стандартам.
В этом нет никакого секрета. Но причина, по которой вы хотите именно iPhone, а не Xiaomi, возникает не на станках Foxconn, где и то, и другое собирают, и не в печах TSMC, где выпекают процессоры для обоих смартфонов. Она возникает в Купертино, в головах инженеров, дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, даже архитекторов умопомрачительного офиса Apple. Вот там рождаются те сотни дополнительных долларов, которые вы готовы заплатить. Не за гигагерцы, гигабайты и мегапиксели, а за Apple. Не нужно пояснять, что любой продукт начинается с добычи сырья, а потом идет производство, следом продажа. Было время, когда в конечной цене массового промышленного продукта львиную долю формировало производство. Теперь это время прошло. Да, всемирная фабрика находится в Юго-Восточной Азии, но большая часть из вашего чека на кассе идет не туда, а в Калифорнию. Переток рабочей силы и доли ВВП из промышленности в сферу услуг – это столь же глобальный и неостановимый процесс, каким век назад был переток рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность. Было ли раньше время, когда все отрасли, кроме промышленности, были исключительно вторичными и обслуживали эту самую промышленность? Было. Равно как и было время, когда от промышленности ничего, кроме инструментов для обработки земли, не требовалось, когда промышленность лишь обслуживала сельское хозяйство. Оба эти периода в прошлом. Сегодня промышленность – вторичная отрасль по отношению к сфере услуг. Последняя создает новые рынки. Именно сфера услуг находит новые товары и способы их продавать. Промышленность же просто наполняет готовые цепочки товаром, дает потребителю то, что он уже хочет купить. Важная черта постиндустриальной экономики, перетока ВВП и рабочей силы в сферу услуг заключается в том, что, в отличие от товаров, рынок услуг бесконечен. Сначала вам кажется, что людей можно просто кормить готовой едой. Так возникают трактиры, забегаловки и столовые. Потом выясняется, что можно вложиться в качество еды и обслуживание. Возникают рестораны. Потом новое открытие. В мире много интересных кухонь. Так появляются суши-бары, пиццерии и стейк-хаусы. Кажется, что весь город забит любой едой со всего мира. Но можно подать хвост броненосца под соусом из акульих глаз, и это тоже будет иметь своего клиента. Спустя 20 лет вы оглядываетесь, а в городе уже есть специальные заведения для веганов-сыроедов на безглютеновой диете. 20 лет назад репетитор – это школьный учитель, немного подшабашивающий на еду. Сегодня индивидуальное образование, онлайн-образование, повышение всех на свете квалификаций – это гигантская отрасль, в которой полноценно заняты миллионы людей по всему миру. Компьютерные игры разрабатывают сотни тысяч людей. Но оказывается, что это не все способы заработка на компьютерных играх. Можно просто играть в них в прямом эфире и зарабатывать миллионы долларов. А можно комментировать, как кто-то другой в прямом эфире играет в компьютерную игру, и зарабатывать не меньше. Если в промышленности рабочие места постоянно сокращаются, а оставшиеся требуют все больше квалификации, то в сфере услуг каждый день создаются новые профессии, о которых нельзя было даже помыслить. Блогеры существуют столько же, сколько существует веб. Но те же 20 лет назад никому в голову не помещалась идея, что можно будет зарабатывать на высказывании своего ценного мнения. Что для кого-то выкладывание фоточек из путешествий, которыми раньше пытали гостей на семейных праздниках, станет фулл-тайм работой. При всей скорости развития технологий сложно ожидать, что человек, купивший у вас телевизор, через месяц вернется за новым. Но можно наполнять этот телевизор бесконечным контентом – фильмами, сериалами, роликами про политику и клипами про котиков. Без конца, без края и без перерыва. 662 тысячи человек, которые посмотрели 10-часовой ролик о том, как автор режет ножницами текущую из крана воду, за полсекунды до того, как нажали ссылку, были без понятия, что им в жизни этого не хватает. Но надо думать, автор посредством монетизации заработал какие-то заметные деньги на рынке услуг, которые сам только что создал. 20 лет назад никому не приходило в голову, что мужчина может стричься иначе, чем под бокс или полубокс. Сегодня барбершоп – такой же обязательный элемент пейзажа любого спального района, как магазин «Красное и белое». Да, большой завод с высоченными трубами выглядит как нечто более серьезное, чем кота-кафе. Мы с вами выросли в той реальности, где, если не наши прям родители, то родители всех окрестных детей-то точно работают на заводе, а любая другая занятость выглядит баловством. Очень глобальный экономический переход происходит очень быстро и при жизни одного поколения. Настолько быстро, что многие отказываются видеть объективную реальность.
Нас окружают продавцы. Первая по популярности профессия в России. Водители, курьеры, дизайнеры, программисты, а не фрезеровщики, фальцовщики, слесари и шахтеры. Промышленность сегодня – это отрасль с самой лютой конкуренцией и самым маленьким пространством для роста. Там нет новых рынков, там лишь звериная гонка за эффективностью, чтобы отыграть свое место под взглядом главных людей – продавцов. Причем гонка в глобальном масштабе. Любой новый игрок, любая страна, которая скажет, мы тут сейчас наклепали суверенных самолетов и смартфонов, теперь любите нас, обречены на провал. У России нет шансов всерьез побороться за раздел промышленного пирога в большинстве секторов ни при каких обстоятельствах. У нас для этого просто нет конкурентных преимуществ. Но мы очень успешно боролись даже не за долю, а за лидерство в постиндустриальном мире. Мы невероятно преуспевали в IT, создавая сервисы, способные на полном серьезе и на открытом рынке конкурировать с американскими. Мы делали финтех, которому мог завидовать весь мир, а в последние годы начали снимать сериалы, которые покупал Netflix. Видимо, некоторая чуйка на то, чтобы угадывать потребности ближнего, знать, как ему сделать хорошо и удобно – это часть нашей культуры. И главное качество для успеха в постиндустриальном мире, в мире услуг. Именно это качество могло вывести Россию в лидеры, а вовсе не пыхтящие монстры постсоветской промышленности и не вздорные фантазии о том, как мы сейчас построим не имеющую аналогов штуку, йотафон или там суперджет, и зайдем с ней на суперконкурентный международный рынок и всех там порвем. Россия могла отхватить немалую долю от постиндустриального пирога, но желание очень пожилых и очень глупых людей уйти из кресла только вперед ногами этому помешало. С другой стороны, мы уже выяснили, что рынок услуг бесконечен, а значит, ничего не потеряно. И как только Путин кресло покинет, с демонтажом Путина у России появится шанс вернуться в игру, где не бестолковые дети путинских олигархов будут клянчить блокировку Ютуба, чтобы хоть как-то оправдать профуканные на ВК миллиарды, но где Amazon с опаской будет глядеть на Яндекс.Маркет. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.